Реал готовит рекордный трансфер в своей истории. Аргентинский полузащитник лондонского Челси Энцо Фернандес привлекает внимание мадридского Реала, сообщает Фитчес. По информации источника, 24-летний футболист дал согласие на переход в испанский грант. Сливочные уже готовят предложение в размере 150 миллионов евро. При этом оффер может быть профинансирован продажами Родриго, Франа Гарси и Эдуарда Камавинги. Отметим, что в прошлом сезоне Энцо Фернандес провел 53 матча на клубном уровне, отличившись 9 забитыми мячами и 17 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 75 миллионов евро. Один из сильнейших клубов мира хочет купить Трубина за бешеные деньги. Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин может покинуть Бенфику уже этим летом. По информации португальских СМИ, трансфер футболиста рассматривает топовый клуб чемпионата Англии по футболу Манчестер Сити. Горожане готовы выложить за Трубина солидный чек – 55 миллионов фунтов. Отмечается, что в обратном направлении может уехать вратарь горожан Эдерсон. Бенфика готова выложить за него 10 миллионов евро. Отметим, что в этом сезоне Трубин провел 51 матч, пропустил 54 гола и 21 раз отыграл на 0. Ранее появилась информация, что украинский вратарь был выставлен на трансфер. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами. Ливерпуль официально объявил о трансфере нападающего. Ливерпуль подписал нападающего Айнтрахта Юга Экитике, сообщает официальный сайт клуба. Отмечено, что игрок присоединится к команде на предсезонном азиатском турне. По данным Give Me Sport, соглашение предусматривает фиксированную сумму в 80 миллионов евро плюс еще 11,5 миллионов в виде бонусов, зависящих от командных трофеев и личного вклада 23-летнего французского форварда. В прошлом сезоне Экитике забил 22 гола и отдал 12 ассистов в 48 матчах. ПСЖ может переманить звездного бразильского вингера Реала Мадрида. ПСЖ внимательно следит за ситуацией вокруг форварда Реала Родриго, пишет журналист Флориан Плеттенберг. По данным источника, французский клуб уже выразил свою заинтересованность и продолжает искать нового молодого топ-вингера. Они будут действовать в зависимости от возможностей на рынке. Именно Родриго является одним из приоритетов французов, несмотря на наличие нескольких вингеров в составе клуба. Напомним, ранее также сообщалось, что Ливерпуль рассматривает 24-летнего бразильца в качестве замены Луиса Диаса. Барселона не может зарегистрировать Решфорда на новый сезон Ла Лиги. Барселона пока не сможет зарегистрировать Маркуса Решфорда после завершения подписания игрока Манчестер Юнайтед на правах аренды из-за финансовых правил Ла Лиги, сообщает Sky Sports. По данным источника, это касается не только 27-летнего английского футболиста, но и всех остальных летних новичков-каталонцев. Это связано с тем, что Барселона за прошлый сезон потратила на трансферы и зарплаты больше, чем клуб заработал за кампанию 2024-25. Каталонцам придется продавать игроков, сокращать зарплатный фонд или увеличивать доходы, чтобы иметь возможность зарегистрировать новичков. Несмотря на это, блаугранас уверены, что смогут зарегистрировать Решфорда и других новичков до старта нового сезона. Алонсо поставил крест на вингере Реала в предстоящем сезоне. Испанский главный тренер мадридского Реала Хаби Алонсо не рассчитывает на испанского вингера Брайма Диаса, сообщает издание «Марка». По информации источника, 43-летний специалист не нуждается в 25-летнем вингере и не рассчитывает на него в предстоящем сезоне. При этом Фабрицио Романо несколькими днями ранее сообщал, что сливочные продлят контракт с футболистом. Вполне вероятно, что Браим уйдет в аренду. Отметим, что в прошедшем сезоне Браим Диас провел 56 матчей на клубном уровне
во всех турнирах, в которых успел отличиться 6 забитыми голами и 8 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро. Аморим отстранил 4 игроков МЮ от первой команды. Главный тренер английского Манчестер Юнайтед Рубен Аморим решил пойти на радикальные меры, чтобы избавиться от ненужных футболистов. Португальский специалист принял решение отстранить 4 игроков от первой команды, чтобы они быстрее нашли себе новые клубы и покинули расположение красных дьяволов. Защитник Тирел Маласи, полузащитник Гарначо, вингеры Энтони и Джейдон Санчо останутся в Манчестере и не полетят в США, где английский клуб планирует провести подготовку к новому сезону и сыграть несколько товарищеских матчей. Коуч решительно заявил этой четверке, что не заинтересован в их услугах и надеется, что игроки уйдут. Более того, Манчестер Юнайтед даже снизил свои финансовые аппетиты, чтобы быстрее продать ненужных футболистов. По информации британской прессы, цена на Гарначо упала с 70 до 40 миллионов евро. В услугах аргентинца заинтересованы Астон Вилла, Тоттенхэм и Челси, но они пока не делали официальных предложений о трансфере. Снижение трансферной стоимости игроков приведет к серьезным финансовым потерям в клубе, однако руководство «Красных дьяволов» вынуждено идти на компромиссы, поскольку Рубен Аморим сообщил, что ему не нужны эти футболисты. Фламенго официально объявил о переходе игрока Атлетико Мадрид. Центральный полузащитник Сауль Ниигес перешел во Фламенго, сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 30-летним испанцем рассчитан до декабря 2028 года. Он будет выступать за бразильскую команду под 8-м номером. Ранее футболист покинул Атлетико по обоюдному согласию сторон, досрочно расторгнув контракт. Сауль – воспитанник Атлетико. Трижды был в аренде в Райо Вальекано, Челси и Севилье. Вест Хэм готовит трансфер звезды Шахтера и всего украинского футбола. Представители Вест Хэма контактировали с полузащитником Шахтера Георгием Судаковым. Об этом сообщает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Алана Никсона. Отмечается, что стороны обсуждали возможный летний трансфер. Лондонский клуб готов предложить за игрока 30 миллионов фунтов стерлингов, примерно 33,9 миллиона евро. Сам футболист хотел бы сменить клуб, однако пока неизвестно, захочет ли сам «Шахтер» продавать украинца за такие небольшие деньги, учитывая, что до этого украинский клуб хотел получить за полузащитника минимум 60 миллионов евро. Хави Симмонс приближается к переходу в Челси за 70 миллионов евро. Атакующий полузащитник Лейпцига Хави Симмонс приближается к переходу в Челси за 70 миллионов евро, сообщает инсайдер Николас Кира. Подготовлен контракт до 2032 года с опцией продления до 2033. По данным Фабрицио Романо, Хави заинтересован в переходе и открыт к присоединению к лондонскому клубу. Ведутся прямые переговоры для согласования деталей сделки и условий контракта. Челси стремится действовать быстро, чтобы опередить другие клубы перед переговорами с немецким клубом. В прошлом сезоне Симмонс отличился 11 голами и 8 ассистами в 33 матчах за клуб. Челси и Аякс завершают трансфер защитника. Челси договорился об условиях личного контракта с левым защитником Аякса Йоррелом Хато, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, 19-летний голландец попросил амстердамский клуб отпустить его. Переговоры между Челси и Аяксом приближаются к завершающей стадии. Обсуждается сумма в размере около 40 миллионов евро. В прошлом сезоне он забил 3 гола и отдал 6 передач в 50 матчах. Мбаппе выбрал новый номер в Реале. По информации СМИ, форвард Реала с нового сезона будет выступать под 10-м номером,
который остался свободным после ухода легенды клуба Луки Модрича. Ранее нападающий играл под 9-м номером, однако заранее дал понять, что хочет получить десятку, если Модрич покинет команду. При этом сообщается, что Мбаппе не конфликтовал из-за номера и был готов ждать, если бы хорватский полузащитник остался в Мадриде еще на один сезон. На десятку претендовал и хавбэк Арда Гюлер. Однако именно француз выиграл борьбу за игровой номер. Дорогие зрители, поставьте, пожалуйста, ваш лайк этому видео и подпишитесь на канал. Спасибо за то, что с нами.